Короче, если фары у вас не потрескаются и не помутнеют, у вас их сопрут. Если не сопрут, то потрескаются и помутнеют. Сейчас лиса начнет травить про радиаторы. А теперь, ребята, самое прикольное. В конце нашей съемки, буквально на последних словах, когда я ехала, внизу раздался какой-то металлический бздык, после чего у меня загорелась лампочка аккумулятора и перестал работать усилитель руля. Мы еле-еле дотянули сюда, открыли капот, и что мы увидели? На шкифе коленвала развалился демпфер. Демпфер – это такая резиновая херовина, и из-за этого ремень соскочил. Соответственно, у нас с вами в данный момент недвижимость. Вот вам все прелести немецкой машины с пробегом 80 тысяч километров. И заметьте, по съемке даже видно, мы не наваливали, я просто аккуратненько ездила. Я что-то сегодня прям подумала о том, что о поломках. Вы помните, какой мечтой совсем недавно для многих была BMW X6? Да почему была? До сих пор и является, тем более, что дорестайлинговые машины сейчас можно купить чуть ли не за 1 миллион рублей. Миллион! 1 миллион за мечту! Но, правда, многие не понимают вообще, о чем они мечтают. У нас с вами рестайлинговая тачка, и на ее примере я расскажу вам и о тех машинах, которые сейчас стоят миллион, и о тех, которые стоят под 2. А начала бы я с того, что я слышу и вижу чаще всего. Ко мне в салон приходит молодой папа, который говорит, что у меня 2 деток, но я еще молод и горячий, я хочу и могу вжечь. Крупный кроссовер, чем не вариант для семьи. На самом деле багажник очень мал. С 2 детьми, поверьте мне, нифига у вас не влезет. А заднее сиденье, так это вообще прикол. Сидеть здесь крайне неудобно. И все это опять же из-за покатой крыши. Здесь элементарно мало места, так что не обманывайте себя, это машина эгоиста. Многие агрегаты в этой машине схожи с 7 BMW, которую я недавно снимала, но у X6 есть свои особенности. Плюс здесь стоит 3-литровый дизель, единственный мотор, который я считаю, что у этой машины в подержанном варианте можно брать. Во-первых, сегодня побольше сосредоточусь на нем, во-вторых, расскажу о тех особенностях, которые есть непосредственно у X6. Дизельный агрегат здесь 3-литровый, он ставится на огромное количество BMW, на разные модели. Причем назвать этот агрегат плохим нельзя вообще никак. Это мотор N57 Николай. Я всегда говорю, что с нашим качеством топлива эти моторы требуют присадок. Я не рекламирую какие-то специальные. Если вы обслуживаете эту машину, вы уже знаете, к какому сервисмену вы поедете, потому что к дяде Васе в гараже с X6 вряд ли стоит заезжать. Так вот, спросите этого мастера, он вам порекомендует, подтвердит мои слова. Ну и воду из топлива хорошая присадка тоже должна абсорбировать. Пустой бак здесь просто убивает. Это же дизель, ребята. А ТНВД ненавидит воздух. Но не экономьте, вы заправляйтесь чуть-чуть заранее. От этого ничего не изменится, а машину сохраните подольше живой. ТНВД – это насос высокого давления. В нем нет ни одной прокладочки, то есть металл по металлу. Агрегат очень высокотехнологичный, ну и, соответственно, нежный. Вывод простой – не ездить на сухую. Кстати, относительно присадок, они немного помогают и ТНВД. Они создают некую масляную пленку на стенках агрегата и, как бы спасают и продлевают его жизнь в случае, если вы как раз-таки довели до его сухой работы. Если насос хватанет воду, то он сразу умирает. А если вода дойдет до форсунки, то и мотору конец, потому что дойдет она под давлением 800 атмосфер. А дальше, это же дорогая машина, здесь так все устроено, одно цепляется за другое. Из ТНВД стружка летит в форсунки и оттуда по обратке в бак. Форсунки это 25 тысяч рублей штука, ТНВД это 80 тысяч рублей. Ну и еще помните ту тему из видоса про BMW, про бак? Действительно, из бака очень тяжело потом эту стружку каким-то образом вычленить. И более того, использовать старый бак очень опасно. Вы можете просто не знать, что какая-то просто малюсенькая, миллиметровенькая стружка там осталась. А в итоге вы поставите новый ТНВД, новые форсунки, а получите все то же самое. То есть, по идее, надо менять и бак.
Кстати, здесь установлены накидки Кантра. На ощупь приятные, выглядят прикольно. В интернете их раньше видела, вживую первый раз. Ну, посмотрим вот за день с этой машиной, насколько они мне понравятся. Бензиновый 4.4 здесь тот же, что и у семерки BMW, так что посмотрите, там я как раз-таки на нем остановилась наиболее подробно. А здесь подкапотное пространство еще плотнее, соответственно, температурная нагруженность здесь еще больше. Просто мотор умрет чуть-чуть пораньше. Но вообще с бензиновыми моторами все плохо, ребята, с нашим качеством топлива. Ну, не рассчитаны они на нас, понимаете? Хорошие высокотехнологичные агрегаты, но не для нас. Например, у того же 3-литрового бензинового агрегата постели отлиты вместе с головкой блока цилиндров. Головка блока цилиндра стоит 350 тысяч рублей. Да, на вторичном рынке есть, продаются по 50 тысяч. Но они чего продаются-то? Откуда они взяты? С тех же перегретых моторов, понимаете? То есть купить вы можете ее, привезете в сервис нормально, даже ее, может быть, туда вам фигачат. Но в нормальном сервисе, понимаете, во-первых, не возьмутся, во-вторых, вам сразу скажут, что вы купили, а в ненормальном вам поставят, но зачем вам это надо? Те же только в профиль. Целый прекрасный букет, который в нашей стране хлебают владельцы BMW. Болезнь именно 3-литрового мотора – это электрическая помпа. Из-за нее, ребята, столько моторов поумирало, особенно зимой. Дело в том, что эта помпа, она не может провернуть слегка подмерзший антифриз. А такое происходит, если антифриз немножко с водой, он не самый свежий. В итоге помпа просто сгорает. Мотор перегревается, а значок на консоли вы увидите только тогда, когда температура достигнет где-то 140 градусов. А 140 градусов по малому кругу – это смерть. Сейчас лиса начнет травить про радиаторы. В общем, если кто-то вдруг еще не слышал ни единого раза, у BMW, как и у большинства крутых иномарок, нужно обязательно мыть вот этот сэндвич из радиаторов. Обязательно, ребята. Я понимаю, что вам уже смешно, но давайте лучше сейчас все посмеемся, чем когда будем перегретый мотор ремонтировать. Коробки здесь ставились хорошие и 6, и после рестайлинга 8-ступенчатый ZF. Беспроблемные агрегаты, если на машине не дрифтить, не использовать ее по непрямому назначению, 300-350 тысяч эта коробка проживет. Раз в 60 тысяч километров меняйте масло. Кстати, достаточно частичной замены, просто с заменой фильтрующего элемента. И что касается полного привода, обязательно меняйте масло в раздатке. Ребята, обязательно, раз в 80 тысяч. Причем это нельзя, как я и говорила, сделать где-то в гараже. Ну никак, потому что после этого нужно сделать обязательную адаптацию раздаточной коробки. А для того, чтобы это сделать, нужно обладать дорогостоящим BMW-шным оборудованием. Фары берегите, ребята, светодиодные фары очень часто воруют, что обидно, потому что фара стоит просто космических денег. Также, если у вас спортивный руль, у нас он обычный, тоже готовьтесь с ним попрощаться, если вы машину оставили на ночь. Это вот два элемента, которые у этих машин очень стоит беречь. Да и вообще, X6 к тому же еще и круто угоняют. Так что ставим на парковку, страхуем каско, конечно же, у Леночки. И что мы еще делаем? И спим спокойно. Я обещала вернуться к теме накидок Кантра. Ну чего, прикольные. Не нужно думать о терморегуляции, всегда комфортно, не жарко и не холодно на сиденье, прям очень приятно и удобно. А что касается внешнего вида, вот здесь, например, цвет прострочки хозяин выбрал сам, синенький, под цвет значка BMW. Любой напиток сюда попадает, просто смахнул его и все. И владелец этой машины взял накидки не только потому, что они хорошо выглядят, но и именно для того, чтобы сохранить свои сиденья в первозданном виде. В общем, подводя итог, одни плюсы. Не нужно думать о регуляции подогрева или охлаждения. На них всегда комфортно. Вы можете выбрать персональный цвет, любой, который подходит к вашему салону. Также накидки прекрасно сохраняют ваш салон от царапин и стираний, но и они элементарны в установке. Все подробности по ссылке в описании. По электрике тоже говорят, что BMW капризные. Да нифига. Если рукожопу сюда не лазили со всякими там дополнительными установками непонятно чего, то не капризная она, хорошая машина. Вот что забыла сказать вам, около машины мутнеют фары, иногда даже трескаются. Короче, если фары у вас не потрескаются и не помутнеют, у вас их сопрут. Если не сопрут, то потрескаются и помутнеют. По подвеске, вы знаете, не слушайте байки о том, что она прям вся разваливается. Это неправда. Разваливается у тех, кто пытается из этого псевдоспортивного кроссовера сделать какую-то внедорожную историю. Ребят, это смешно, несмотря на то, что все X6, они с X-драйвом, то есть полноприводные. Так вот, в подвеске она бывает с активным стабилизатором и рулевым управлением, а бывает обычная.
я бы, конечно, предпочла обычную. Что касается той подвески с активным стабилизатором, то основная проблема была в том, что активный стабилизатор достаточно сильно начинал стучать у дорестайлинговых машин. После рестайлинга это уже решено. Так вот, вам казалось, могло казаться, что там у вас просто вся подвеска разбита вообще к чертям. А на самом деле это просто вот этот активный стабилизатор. Ну как просто? 50 тысяч рублей это просто стоит. Ребята, не доверяйте, пожалуйста, эту машину в руки просто гаражным сервисам. Заниматься ею должны те специалисты, которые реально знают свою работу и специализируются на BMW. А также знайте о том, что вы не можете купить ее на последние деньги. В ней нужно очень часто менять масло. Ее нужно дорого страховать, ее нужно хорошо обслуживать и так далее и тому подобное. И, кстати, большое спасибо автоцентру Sys Motors за предоставленную информацию.